Всем привет, подписчики и просто гости канала Кастомайзер. В предыдущем видео рассказывал о том, что есть идея по внедрению планшета в центральный воздуховод панели автомобиля ВАЗ-2110, также 1112. Это старая панель десятки. И в принципе показываю вам, на каком этапе сейчас у меня идет работа над этой идеей. Сейчас вы видите основную концепцию моей идеи, как будет выглядеть финишный вариант планшета в салоне автомобиля. Выглядит это сейчас пока что так. В будущем планируется ее покрасить, чтобы не оставлять ее вот в таком цвете. Конечно, после установки в автомобиль сниму отдельный ролик, чтобы уже полностью с регулировкой, с подсветкой ее показать и как это будет все выглядеть в автомобиле. Обратите внимание на прилегание самого корпуса. Камера, дай фокус, вот. Идеальное прилегание, но в этой панели, здесь в этом месте имеется такое углубление. Скорее всего, когда буду устанавливать на свой автомобиль, придется ее немного доработать. Возможно, у кого-то появится вопрос, почему здесь имеется уступ с двух сторон. Объясняется это тем, что десяточные старые панели в данных местах от солнечной жары их деформируют, и они неплотно прилегают к данному пластику, то есть их как-то деформируют, то есть выгибают. Ни разу не видел, чтобы на старых панелях десятки данные углы были идеально прилегающими к этому пластику. Это делалось для того, чтобы если будут желающие приобрести такой корпус для планшета именно в таком исполнении, чтобы в будущем, когда они будут устанавливать на свои десятки, в данных местах им не пришлось ничего дорабатывать. Также, если говорить о мелочах, то передняя лицевая рамка на этих краях, я их не закруглял, они здесь острые, как можно видеть, ребра здесь выделяются как визуально, так и тактильно. Здесь я их не закруглял, за исключением, конечно же, верхних углов, чтобы здесь было все округленно, закругленно. Также, как я и говорил в предыдущем видео, я здесь сохранил регулировку обдува отопителя салона. Так что для регулировки здесь никаких помех не будет. Вот так это все выглядит с обратной, с тыльной стороны. Конечно, можно было бы сделать ее чуть-чуть побольше здесь, но посчитал нужным, что это будет лишним. По самому корпусу здесь еще нужно кое-где доработать, а именно, обратите внимание, где начинается здесь корпус и где начинается стекло. Здесь нужно сделать наращивание по этому краю, здесь немножечко сточить, здесь немного добавить. С этой стороны вроде здесь все хорошо. Если говорить о планшете, здесь установлен бюджетный планшет Lenovo Tab M7, 7 дюймов экрана, 1 гигабайт оперативы и 16 гигов своей памяти. Не сказать, чтобы он прям супер быстрый, так скажем, среднячок. YouTube, ВК Music, навигацию включает, переваривает, открывает. Просто немного он чуть-чуть думает. Ну, 1 гигабайт оперативы здесь. От него много и не будешь требовать. В принципе, пойдет. Музыку играет, видео проигрывает, даже если YouTube включить. Пока что питание к магнитофону, питание к зарядке еще не проводил, не подключал.
Но, в принципе, пойдет, если включить YouTube. Показываю, как есть. К примеру, губка Боб. Включаем первый попавшийся видос. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто проживает на дне океана? Желтый губка, малыш без изъян. Спанч Боба показывает, короче. Патрик прав. Такой форт не защитит, он низкий. Он в самый раз. Ну, как-то так, ребя, по планшету. Планшет у нас такой. Конечно, в него можно еще кучу всего накачать, закачать. Там поставить фоновую картинку, какую-нибудь мощную. Может даже оболочку другую загрузить. Но это уже потом, как я установлю его в автомобиле. И работа над этим корпусом будет завершена. Ну а пока вид его такой. Еще нужно чуть-чуть осталось, чтобы он был уже готов. Как я и говорил, здесь у нас зарядка microSD. Здесь придется сделать вырез. Не здесь, а освободить место для кабеля. А AUX разъем, если что, находится здесь. Также под кнопки нужно сделать здесь отверстие и как-то сделать кнопки. Ну а корпус сам выглядит вот таким образом. Устанавливается здесь все на свои места, то есть на любую панель десятки старой все подойдет без проблем. По креплениям здесь я ничего не менял. Ну, возможно, здесь придется придумывать другое крепление, так как я там боковинки пластик срезал, который фиксирует центральный воздуховод в самой данной панели. Видишь, маленький. А если присесть? Я просто не успел присесть. Видите? Меня отлично... Видно. Прошу вас. Хватит бросать. В принципе, данный видос подошел к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал, ведь скоро данный корпус планшета будет уже полностью готов. И покажу, как будет он выглядеть уже в своем итоговом варианте и установленным в салон автомобиля. Всем до новых встреч и увидимся в следующих роликах. Всем пока!